Итак, всем привет, ребята! Наверное, очень многие из вас видели в кинематографе такие явления, когда кто-то там, да, священник где-то машет крестом и говорит на какого-то человека: прочь, прочь, изыди, да, и пытается изгнать из человека дьявола. И это все очень сильно показательно обычно в каких-то фильмах ужасов, а также в каких-то религиозных видео. Но насколько это вообще реально и правдоподобно? Правда это или выдумка кинематографа? Итак, меня зовут Надежда Солнечная, и сегодня мы с вами поговорим про одержимость и про тему одержимости в реальной жизни. И также сразу оговорюсь, почему я решила взять эту тему или почему я вообще хочу ее поднять. Ну, наверное, потому что я один такой из немногих людей, специалистов, который сталкивался с одержимыми в реальной жизни, который работал с одержимыми и который знает подноготную того, что происходит с человеком, когда внутри него есть такое понятие, как второй оператор. А также, так как я работаю с людьми именно по отключению под ключик, то есть я помогаю людям избавиться от сущностей, я вам как раз-таки расскажу, в чем отличие, да, и в этом видео мы с вами поговорим, в чем отличие того, что человек просто находится под влиянием каких-то темных сущностей, и в чем отличие именно от такого понятия, как одержимость, насколько эти понятия разные, и как понять, одержим ли ты. А также поговорим о том, что может привести человека к одержимости. И в целом обсудим одержимость как удивительное и в то же время самое ужасающее явление вообще, которое у нас существует здесь в мире. Но давайте начнем по порядку. Вообще, что же такое одержимость? Наверное, многие думают, что одержимость это очень похоже на захват сознания сущностями, что в принципе человека, который находится даже под какими-то влияниями сущности, можно назвать, да, в самом тяжелом состоянии, допустим, одержимым или что-то подобное, но я бы так не сказала, потому что одержимость это не просто влияние, которое исходит из каких-то там внешних проявлений, да, то есть когда мы говорим о сущностях, мы все-таки говорим о том, что создаются некие дыры в энергетической оболочке человека, которые путем различных контрактов, различных явлений, через, да, вот эти оболочки, цепляясь за крючки, эти сущности прилипают, грубо говоря, к нашему энергополю, к нашему телу и как внешние паразиты высасывают энергию. То есть они могут нам внушать мысли, да, какие-то, они могут, допустим, какие-то энергетический электрошокер, как я это называю, эмоциональный электрошокер, да, даже какой-то задавать, допустим, чтобы мы там начали раздражаться на что-то, начали чего-то бояться, начали как-то себя вести так, как им нужно и прочее. Но все-таки, несмотря на то, что эти паразиты пытаются тем или иным способом влиять на нас, это все-таки отличается от полной одержимости тем, что они действуют на нас при помощи манипуляций, то есть внешние манипуляции, которые заставляют нас действовать по их сценарию, да. То же самое можно сказать о каких-то людях, которые, допустим, пытаются нами в обычной жизни манипулировать, то есть они действуют извне. Если мы берем концепцию одержимости именно, то одержимость отличается тем, что эта душа, в отличие от, да, сущностей являются
энергетическими программами по большей степени, да, это как компьютерный вирус какой-то. Да, он кажется, что живой, но это все-таки компьютерная программа, грубо говоря, энергетическая компьютерная программа, которая создана для того, чтобы выжирать энергию. То одержимость — это конкретная душа. И это, конечно же, в основном душа из нижних миров, то есть это темная душа, которая подселяется в тело, именно входит в тело. Я могу сказать из собственного опыта работы с людьми, которые именно страдали одержимостью, как они это чувствуют. То есть это не просто голос, который идет извне, а они чувствуют это внутри себя. И не просто чувствуют это внутри себя, у них есть ощущение в груди, именно вот где грудная клетка, что они как бы сбоку. Вот это такое странное чувство возникает, как будто вот ты, да, вот как личность, да, как вот какое-то ядро внутреннее, да, личности человека, оно как бы куда-то вот смещается в бок, и у тебя внутри собственной грудной клетки есть кто-то еще. То есть это вот такое странное чувство. И это обусловлено чем? Тем, что кто смотрит мой канал давно, я говорила, да, рассказывала, что у нас здесь, где солнечное сплетение, как раз вот район груди, у нас здесь точка выхода, грубо говоря, души, то есть точка выхода энергии, такая очень главная, центральная. И как раз-таки вот эта точка выхода, она смещается, то есть нас как будто вот этот шарик, его отодвигают, и туда помещается еще один такой же шарик. Более того, люди, у которых есть подобное подселение, то есть именно в виде одержимости, они очень сильно этого второго оператора чувствуют. То есть это не просто как вот когда людьми руководит сущности, да, манипулируют ими, и они даже не понимают, что на самом деле их какие-то действия, их какие-то желания, их какие-то стремления, они как бы продиктованы извне, да, просто они находятся под этой манипуляцией, они не понимают, что происходит. То в плане одержимых, одержимые очень даже чувствуют вот этого второго оператора. Более того, они могут его описать, они могут сказать, мужчина это, женщина, кто это, да, вот этот оператор. Редко они могут сказать, как он выглядит, но они четко определяют его как стороннюю личность. Грубо говоря, это что-то типа раздвоения личности, но если при раздвоении личности это все-таки остается одна и та же личность, да, пускай она и говорит сначала я, потом я, здесь же конкретно человек говорит, это не я, и я с ним борюсь. То есть часто бывает такое, что некоторые люди сопротивляются этому второму оператору, и они могут с ним бороться, они могут с ним как-то, получается, отодвинуть его, да, на второй план. Они начинают пытаться с ним делить тело, а есть те, которые сдаются, и там идет полное поглощение. О полном поглощении я расскажу чуть позже. Так вот, когда люди начинают пытаться бороться с вот этим вторым оператором, они начинают, как бы, здесь идет война воли, да, они начинают своей волей пытаться этого оператора, то есть лишать сил, пытаться контролировать свое тело и говорить, это все-таки мое тело, и я здесь главный, а ты здесь не можешь ничего, да, но в случае, если, допустим, воля человека становится слабой, бывает такое, что этот второй оператор реально перехватывает управление, и человек оказывается в таком состоянии, когда его тело двигается, когда оно что-то кричит, когда оно что-то орет, когда это тело ему не подчинено, и вот этот второй оператор полностью действует за него. И здесь я хочу сделать определенную оговорку в том плане, что насчет того, что люди некоторые, которые продают душу дьяволу,
они осознанно, грубо говоря, такого оператора себе приглашают. Каким образом? То есть человек, допустим, хочет талант. Вы, может быть, слышали среди звезд, особенно голливудских звезд, да, шоу-бизнеса, такие оговорочки. Я не помню, вот какая певица была, но она рассказывала такую историю, типа: вот я вообще очень скромная девушка, я вот на сцене вообще ничего не могу, я даже выйти на эту сцену не могу, я настолько закомплексованная и какая-то забитая, что вот я никак вот не хочу, но я очень сильно хотела вот быть вот такой яркой, какой-то крутой, классной, да. И дальше она начинает такую оговорочку, что на самом деле это выступаю не я. На самом деле, когда я выхожу на сцену, там я ухожу, а на сцену выступает, как она там сказала, Саша, да, вот я запомнила вот это имя, почему-то она сказала Саша, и там вот она отжигает, она это делает, она управляет полностью моим телом, да, вот это она такая крутая, классная, все, а я просто в этот момент где-то там в сторонке, в собственном теле нахожусь. И это как раз-таки очень сильный показатель как раз одержимости. Почему люди, которые продают, да, дьяволу душу, грубо говоря, они не могут сами все равно эти таланты приобретать? Потому что талант какой-то, да, и вот умение выступать на сцене, еще что-то, это все-таки опыт человека, как опыт души. Если опыта души у человека нету для того, чтобы что-то делать, да, быть каким-нибудь политиком, быть каким-то спортсменом, быть каким-то суперпевцом, там, суперактером, еще что-то, он не может по волшебной вот мановению палочки им стать, понимаете, и никакой дьявол, никакой там, я не знаю, маг-волшебник, волшебная сущность, там, единорог на радуге и так далее не смогут ему этого дать, потому что это опыт души, который душа приобретает в течение многих жизней. Но что может предложить такому человеку дьявол? Конечно же, второго оператора. Предложить какого-нибудь черта с рогами, да, который войдет в тело такого певца, и он, этот черт, будет за него прыгать на сцене, это вполне, то есть, да, быть крутым актером там, кем угодно, писателем, поэтом, ну и в остальных проявлениях любых профессий, в принципе, себя показать. Ну, это вот классическая история, грубо говоря, Фауста, да, которому служил Мефистофель. То есть, каким образом он это делал, вот оно, пожалуйста. И, в принципе, мы, наверное, если вы как бы в теме, да, вот этого всего, часто слышали о том, что вот какие-то там вот эти политики какие-то, еще что-то, вот они в Богемской роще там что-то делают, где-то там вот каждый там какой-то вот президент проходит что-то там, какие-то великие масоны там что-то делают, да, и прочее, и после этого там у всяких людей, там то зрачки, что-то там с ними не то становится, то еще что-то, и вот мы можем здесь увидеть тоже в этом плане классические примеры, когда люди продают, да, душу вот в обмен на второго такого оператора, который через них здесь что-то делает в этом мире. В принципе, таким образом именно они заходят в наш мир во многом, да, занимают какие-то посты там и прочее, прочее. В любом случае, такая сделка, грубо говоря, с дьяволом, да, с таким вторым оператором, она всегда осознанная. И это тот еще один фактор, который очень сильно отличает второго оператора, именно одержимость от человека, который на сущностях. Вот из своего опыта работы с такими людьми, да, у которых есть реальная одержимость, могу сказать, что такой человек, он всегда давал прямое согласие, то есть просто так одержимым стать ты не сможешь, то есть это не то же самое. Если сущностями, в принципе, да, сущности прицепляются, ну тут просто 99,9% населения Земли, если не все, практически 100%, да, вот, и люди неосознанно дают эти контракты, где-то что-то, они на что-то подписываются, где-то во что-то верят, да, в какое-то учение, течение там залазят, еще что-то.
и неосознанно подписывают подобные контракты, и к ним эти сущности как-то вот присасываются, то в плане именно одержимости всегда идет контракт именно осознанный. То есть, когда человек заключает прямую сделку с такой сущностью, с таким вот вторым оператором, это даже не сущность, как я уже сказала, это другая душа, да, и он такое согласие всегда проговаривает. И это согласие всегда осознанное. То есть, когда я работаю с людьми с одержимостями, я говорю, когда ты такое согласие давал, то есть вспомни тот момент, когда ты прям вот сказал, что это может с тобой произойти, где это было и когда. И он говорит, я вот помню, что была такая-то, такая-то ситуация, и вот это со мной после этой ситуации случилось. И это всегда было практически всегда осознанно. И сейчас мы с вами проговорим, в какие моменты можно вот такого вот второго оператора поймать. И я считаю, что это вообще очень важно знать всем людям, так как, несмотря на то, что это какие-то осознанные всегда согласия, да, которые люди давали, но всегда люди, я не нашла ни одного еще вот в своей практике человека, который бы прям вот как та певичка сказал о том, что да, конкретно я вот сделку эту совершила, да, чтобы там что-то кого-то, ни одного не нашла. В большинстве своем все люди попали по незнанию, по глупости, по какому-то вот такому сценарию, нежели это какая-то там продажа души была за какие-то блага. Итак, все же где человек может что-то такое поймать? И здесь в первую очередь я могу сказать, что это магия. Магия – это самый основной и чуть ли не ключевой момент того, когда люди это ловят. Потому что когда люди начинают заниматься какой-то магией, особенно это, если это что-то там в интернете вычитанное или еще что-то, там они очень часто сталкиваются с такими людьми, которые являются продавцами душ, которые являются проводниками в нижние, которые сами работают на нижние, либо которые сами являются вот подобными одержимыми, да, которые здесь именно ловят такую рыбку на крючок. И одни из самых частых моментов, когда человек такое ловит, это могут быть какие-то спиритические сеансы, какие-то доски вызова Пушкиных, это могут быть какие-то вычетки из интернета, это могут быть какие-то запросы на хранителя какого-то, да, где человек прям читает это, да, и осознанно там говорит, чтобы вот я там вызываю какую-то шляпу, которая там что-то там будет делать, да, как бы, и там особенно проговариваются, если какие-то вот вещи касательные того, что кто-то там что-то может войти куда-то, да. Это могут быть проявления именно когда человек работает через магию, то есть когда он начинает там какие-то вот эти магические вещи делать, когда он начинает искать себе помощника магического, да, который бы его усилил. Сколько таких людей, которые просто после таких магических помощников умирают, это, конечно, не счесть. Это очень много. Люди, которые вот когда начинают заниматься вот этой магией, они подхватывают где-то там вот таких вот помощников, которые потом в них еще и вселяются, и это все очень печально заканчивается. Вот. Также люди могут, допустим, подцеплять это, когда какая-то волшебная сущность, вот помните, я вам постоянно говорю о том, что если кто-то там пришел к тебе и начал говорить, я волшебная, что-то там, пришел к тебе, вот сейчас сядь на пенечек, я тебе буду рассказывать там все, значит, сказки Венского леса о том, как устроена вселенная, еще что-то, да, и человек развешивает уши, начинает с этой сущностью, с этим кем-то общаться, там какие-то друзья, не друзья, да, начинается вот такое, что вот у меня есть там какой-то там архангел, еще что-то там, да, с которым я там начал какие-то вот дружбы вести, какой-то там дракон, защитник, неважно что, и в какой-то момент он соглашается на то, что вот этот его друг волшебный, да, он может вселиться.
есть, и он дает это согласие, и вот все это очень печально заканчивается. Я сталкивалась с такими случаями, там уже от человека мало что осталось, там полностью подавленное сознание, может быть, в таком случае. То есть все это очень такие вещи, которые не смешные. Многие туда попадают из какого-то любопытства. Многие туда попадают из какого-то чувства интереса, да, еще что-то. Многих туда как раз этот интерес подогревают сущности, которым надо там найти, допустим, вместилище для своего хозяина, да, и они человека такого к этому всему принуждают. И потом избавиться от подобного рода подключения очень сложно. Это очень сложно, это внутренняя настолько идет борьба сильная человека с такой сущностью, что это просто ужасно. И я знаю, что нам показывают в кинематографе якобы, значит, вот эти церкви могут с этим справляться, и якобы там они знают, как этих сущностей, одержимость эту изгонять и прочее. По факту же, как показывает практика, люди, которые получили вот такого второго оператора, и которые понимают, да, о том, что начали сопротивляться, начали пытаться избавиться от этого, они в первую очередь как раз-таки бегут туда, в эту церковь, для того, чтобы там им помогли, и первые, кто их оттуда выгоняют, это вот сами вот эти вот церковники, которые просто гонят их оттуда в зашей и говорят: чур меня, уйди отсюда, ты что-то вообще ужасное, страшное, я не знаю, что с тобой делать. Да? Может быть, я не спорю, напишите, кстати, в комментариях, может, кто сталкивался, и действительно существуют какие-то люди там, да, которые могут с этим работать и могут это изгонять, но я в работе с людьми, которые обращались ко мне, сталкивалась только с тем, что люди говорили, что они как раз-таки вот изгонялись сами оттуда, и их гнали в зашей из таких заведений. Вот, где им говорили, что уйди отсюда, и ты вообще тут какая-то ошибка в системе, грубо говоря. И это, конечно, очень сложно. Я всегда, когда с такими людьми сталкиваюсь, когда с ними пытаюсь как-то помочь им, работать с ними, это очень тяжело помочь такому человеку, потому что все зависит в первую очередь от его внутренней воли. Насколько он сам сможет противостоять вот этим вот вторым операторам. И я знаю вот одно, да, что я от себя стараюсь помогать, потому что они меня боятся, вот эти вторые операторы, то есть люди, которые работали со мной с вот этими вот делами, содержимостью именно, ко мне обращались, они отмечали, что вот эти вот черти, они меня очень сильно боятся, они прям очень сильно меня боятся, и даже там было такое, что на меня в открытую шипели, то есть когда я с человеком общалась, говорила, что это можно с этим работать. Вот, там были такие попытки перехвата сознания человека, полностью перехвата тела, где на меня начинали шипеть, начинали там пытаться меня запугивать, там, ну и все вот в таком подобном виде. В общем, но, к сожалению, вот это не так легко, это все удалить, как удалить ту же самую сущность, да, бороться с сущностями. Поэтому, ребята, просто не лазьте ни по каким форумам, не читайте никакие вычетки, вот это особенно я хочу на этом сделать акцент. Нельзя читать чужие кодировки, чужие вычетки в плане того, что вам дали готовый текст какой-то, сказали, что этот текст якобы должен вам там, не знаю, принести удачу, от чего-то вас там отвязать от каких-то там эгрегоров, что-то вам там подарить счастье, любовь, удачу и тут же волшебного какого-нибудь коня в придачу. И это все может привести к очень сильно фатальным последствиям. В том числе я сейчас расскажу вот то, что человек вообще начинает сопротивляться, и потом вся его жизнь это война внутри, да, себя, это только цветочки. В большинстве своем таким людям, да даже не в большинстве, а практически всем, ставят такой диагноз, как шизофрения, ребята. Это страшно, это действительно страшные вещи, то есть зачастую такие люди, вот, они получают такой диагноз, и
Я не скажу, сразу говорю, что не все, что идет под грифом шизофрения, является одержимостью, да, или как-то, что все люди с таким диагнозом шизофрения это обязательно одержимые. Нет, сразу говорю, нет, это не все. Там все различно. В большинстве своем шизофрения это ошибка системы, да, внутренние ошибки сознания. Это когда там просто в плане внутренних конфликтов, да, когда тебе говорят, как правильно жить, просто человека доходит шах и мат. То есть есть даже понимание в психологии, как надо воспитывать ребенка, чтобы потом он вырос и у него была шизофрения. То есть это потому что это надо так, там, фундамент такой заложить в мозгу, грубо говоря, да, чтобы он сломался просто, вот мозг сломался, и вот вышла полная ошибка системы, человек приобрел такой диагноз. Но также можно поймать вот такого второго оператора и тоже подхватить такой диагноз. Я больше скажу, может все закончиться фатально, потому что вот такой человек, который сопротивляется этому, это очень сильной воли человек. В большинстве своем, особенно если это касается человека, который магию какую-то использовал или еще что-то, там все еще более плачевно в том плане, что он полностью теряет себя, да, полностью теряет искру, то есть эта искра выдавливается, то есть когда воля вот этого черта, вот этого второго оператора становится гораздо сильнее, чем воля той души, которая владела телом, этот черт просто выдавливает эту душу из тела, и он полностью становится владельцем этого тела, полноправным, и там этого человека не остается. Я, к сожалению, работала с подобными ситуациями в том плане, что ко мне обращались родственники таких людей и просили посмотреть их близкого на тонком плане, посмотреть что, кого, и это, конечно, очень ужасно, и я смотрела там, вот эта душа даже было такое, что не оставалось. И, конечно, я говорила родственникам, что нужно выставлять личные границы, нужно говорить о том, чтобы вот этот второй оператор ушел из вашей жизни, да, вы только через это можете работать. И там зачастую заканчивалось тем, что, конечно, уходил и сам вот этот человек, потому что самой души вот этой уже там в этом теле не оставалось, оставался только вот этот вот второй оператор, а изначальная душа была полностью подавлена. Не поглощена, ничего, но полностью подавлена. Поэтому еще раз хочу ваше внимание вот на это направить, что с такими всеми вещами, особенно все, что касается какой-то магии, что-то вот каких-то вычеток, каких-то ритуалов там непонятных делать и прочее, с этим надо быть крайне осторожными, потому что поймать вот такую штуку очень легко, а избавиться от нее практически нереально. И еще тоже в этом же плане могу сказать про какие-то вот такие вот шутовские вызовы каких-то там духов, вызовы каких-то там сущностей, которые ответят вам на все вопросы и прочее, с этим тоже совсем не шутят. А также могу сказать, что есть несколько еще таких вещей, где вы можете это подцепить. Это в том числе использование психотропных различных средств, то есть когда люди используют средства, изменяющие сознание, да, и там связь вот эта обрывается между телом, душой и, допустим, сознанием, и в этот момент в тело тоже может кто-то войти, особенно я не рекомендую никакие вот эти. Многие любят использовать какие-то психотропные там вещества для того, чтобы типа там какое-то духовное просвещение делать. Шаманские практики какие-то под этими веществами, я это все крайне не рекомендую вам вообще делать, потому что подхватить риск вот такую штуку тоже очень велик.
Ну а если для вас подобная тема стоит наиболее остро, то я рекомендую вам свой курс по отключению под ключик. Там я рассматриваю тоже тему одержимости, а также рассматриваю все темы касательно отключения под ключик, работы с сущностями, как их исключать из своей жизни, как их изгонять из своего пространства и поля, и также людям, которые где-то умудрились подхватить вот такой диагноз, как одержимость, оно тоже может очень сильно помочь. И также, если вам нужна поддержка, помощь моя в том числе, да, по этой теме, то приглашаю вас в свой солнечный клуб. Там вы можете задать мне напрямую вопросы касательно вашей ситуации, да, чтобы я могла как-то дать вам обратную связь по тому, что вас беспокоит, а также другие участники, возможно, у них была подобная ситуация, и они могут поделиться с вами, как кто с этим справлялся. Ну а у меня на сегодня все. Будьте очень внимательны, смотрите за тем, что вы делаете в повседневной жизни, будьте осознанными и желаю вам, чтобы в вашей повседневной жизни вы сталкивались с таким понятием, как одержимость, только где-нибудь в пределах кинематографа. А я вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.